Воздержание это, конечно, хорошо, но только в долгосрочной перспективе. Быстрых эффектов от воздержания ты не получишь. Нужно будет ждать какое-то время, прежде чем ты начнешь чувствовать на себе бафы. Поэтому я поделюсь с тобой 3 способами, которые пробафают тебя здесь, сейчас и сегодня. Ни в коем случае не надейся на подъем уровня энергии, если ты мало двигаешься. Это основа основ, это база. Это знать надо! Под умеренной физической активностью я подразумеваю ходьбу. Я недавно по холмам гулял, вон, посмотрите, какие фоточки сделал, разве не красота? Для меня естественно гулять по часу в день, иногда бывает гуляю по 3 часа, а иногда вообще не гуляю, сижу дома. А что? Это уже многолетняя привычка. Я занимаюсь этим с 14 лет, когда прогуливал уроки в школе и шатался по городу. Потому что если бы я сразу пошел домой, то это стало бы подозрительно. Мне приходилось часами гулять на разных локациях, чтобы вернуться домой примерно вовремя, когда заканчиваются уроки. Раньше я не любил ходьбу, потому что я ходил слишком много, что приводило меня к усталости. Тогда я был мальчиком, который все время сидит дома, поэтому резкая смена активности приводила меня к утомлению. Так что советую учиться на чужих ошибках и внедрять ходьбу постепенно. Если вы будете слишком часто уставать, то рано или поздно ваш мозг прикроет лавочку, отрубив вам мотивацию. Какой смысл вашему организму заниматься тем, что каждый день заставляет вас чувствовать себя уставшими, при этом не принося никаких дивидендов? Но все же, если вы не устаете после длительных прогулок пешком, то, пожалуйста, практикуйте. Но если вы не привыкли, то тогда начинайте постепенно. Маленькими шажочками вы привыкнете. И в конце концов не заметите, как херачите по 20-30 километров в день. Можно создать себе различные квесты. Например, ходить не просто так, а открыть новые места на карте. В любом случае, в местах, где ты живешь, по-любому есть неисследованные тобой локации. Может быть, в городе, где ты живешь, продают что-то вкусное, а ты даже не знаешь об этом. Ходьба очень хорошо сочетается с тем же воздержанием, потому что во время ходьбы в яйцах циркулирует кровь, что, в свою очередь, предотвращает вот эти вот ваши застойные явления и проблемы с половой функцией. Поэтому люди, на которых воздержание не работает, это прежде всего те люди, которые не могут похвастаться активным образом жизни. В целом, ходьба не только профилактика застоев. Ходьба профилактика всего, чего только можно. Это самый трудно реализуемый пункт, потому что этот пункт прежде всего недооценен, особенно в странах СНГ, где люди абсолютно деревянные в эмоциональном плане. Здесь не принято показывать свои настоящие эмоции, делиться своими переживаниями, а тем более демонстрировать свои слабости. Такие требования появились даже к девушкам, то есть теперь даже девушкам такое не прощают, и далеко не все это понимают. А представь, какие требования к мужчинам. В целом я замечаю, что у нас очень низкий эмоциональный интеллект. Люди не ощущают своих эмоций, не понимают, что одну и ту же эмоцию можно выразить 16 разными способами. Очень сложно общаться с человеком, у которого низкий эмоциональный интеллект. Многие твои смыслы, многие твои шутки, многие твои чувства просто-напросто не дойдут до человека. А вообще, это нормально. Я вот прекрасно понимаю, что 95% людей, которые посмотрят этот ролик, никогда в жизни не смогут применить эти советы. Ну что поделать, это ужасная участь всех контент-мейкеров. Если я хотя бы парочку человек смогу убедить почаще выражать свои эмоции и почаще гулять пешком, то это будет большой победой. Вы просто не представляете, насколько большой победой. Ладно, давайте продолжим. Мужчины, которые выросли в СНГ, как будто приняли ведьмачьих мутагенов, а потом потеряли все свои эмоции. Кстати, про ведьмаков. В моем базохранилище есть пост про ведьмачьи скиллы, которые можно развить в реальной жизни. Я еще там посты пишу, выкладываю эксклюзивные ролики, да и к тому же там можно не стесняться. В общем, полезного контента там хватает. Так что же делать, чтобы избавиться от ведьмачьего проклятия? Так как я не могу чисто физически поговорить с каждым из вас, мне остается дать лишь общие рекомендации, приправленные моим личным опытом. Потому что у каждого из вас уникальные особенности психики, своя собственная история, собственная
боль и прочее, 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 прочее. Но, если у вас есть голова на плечах, и вы инвестировали скиллпоинты в интеллект, то сможете сами прикинуть, в каком направлении двигаться. Первое, что нужно сделать, подвергнуть деконструкции вредные убеждения. Убеждения по типу «вы кому-то должны», «мужчина кому-то должен». Ты можешь сказать, что ты и так это знал, типа, ничего нового. Я тут не собираюсь вас качать бессмысленной мотивацией, просто это и в самом деле очень деструктивная вещь. Мы все прекрасно понимаем, что мы никому ничего не должны, но на уровне ощущений мы этого не испытываем. На уровне сознательного мы прекрасно понимаем то, что мы свободные люди, но жизнь показывает совершенно другое. Если вы человек, который родились и выросли в СНГ пространстве, то вы априори не можете быть свободным человеком. Не свободным я имею в виду на подсознательном уровне. Нет ничего более деструктивного для здоровой личности, чем чувство долга перед ноунеймами. Вот кто сказал, что мужчина не должен показывать свои эмоции? Кто это вообще придумал? Нет, конечно, я не говорю вам, чтобы вы становились эмоциональными истеричками. Существуют ситуации, когда необходимо контролировать свои эмоции. Например, ты играешь за хирурга, и любая твоя ошибка может привести к летальному исходу. Ну, я думаю, это и так понятно. Есть ситуации, в которых показывать эмоции контрпродуктивно. Но если вы живете в обычных условиях, и вам не нужно иметь какую-то сверхконцентрацию, то сдерживание эмоций просто бессмысленно. Допустим, тебя байтят на агрессию, но ты вообще внутренне не испытываешь ее. Это одно дело. Но другое дело, если тебя байтят на агрессию, при этом ты испытываешь ее, но не реализуешь, то твое здоровье под большой угрозой. Что делать в таком случае? Есть один прием, который я сам для себя открыл. Может быть, кто-то из вас помнит ту старенькую игру на смартфоны, где нужно было мучить босса всевозможными штучками. Здесь точно такой же принцип. Не, я, конечно, не намекаю на то, что вы должны стать серийным убийцей. Но если прям так сильно хочется, то... Ладно, я надеюсь, что вы поймете все правильно. В общем, в чем суть? Первое, что нужно включить, это свою фантазию. В своих фантазиях мы можем сотворить что угодно, причем без каких-либо проблем и каких-то последствий. Добавим к этому еще то, что наш мозг хреново различает, где воображение, а где реальность. Именно поэтому нам страшно, когда мы смотрим хоррор-фильмы, потому что мозг ни хрена не различает. Он не понимает, что это всего лишь грим, или то, что это компьютерная анимация. Это просто скопление кучи пикселей. Мозг не осознает, что эти бабайки, они вымышленные, и в реальности их не существует, потому что мозг дебил. Или почему люди сидят на сайтах для взрослых? По точно такой же причине. Потому что мозг дебил и возбуждается на пиксели. В нашем случае это не баг, это фича. И с помощью этой фичи можно сделать очень много интересного. Например, можно избавиться от накопившихся негативных эмоций. Допустим, тебе хочется сильно в кого-то ультануть, но ты не можешь, иначе тебя ожидаемо забанят. Но желание ультануть никуда не исчезает, оно остается, а спустя какое-то время начинает разрушать твое тело. Ульта, которую ты не выпустил, начинает конвертироваться в мышечные зажимы или еще хуже болезни. Конечно, это происходит в долгосрочной перспективе, всю боль от невыраженных эмоций ты почувствуешь немного позже. Так вот, с помощью фантазии можно эти эмоции выразить. Я не хочу говорить прямо, что нужно делать, потому что YouTube меня просто не поймет. К таким вещам он слишком чувствительный, поэтому я скажу намеками. Вот смотрите, есть фантазия. В фантазиях можно делать что угодно, без каких-либо последствий, потому что никто не может залезть в твою голову. Очевидно? Очевидно. Ты как в режиме креатива в Майнкрафте, ты можешь заспавнить любого человека и играть с ним как хочешь. Например, в салочки, в прятки, или поиграть в вышибалы с мячиком, или в какую-нибудь другую безобидную детскую игру. Если вы дадите волю своим эмоциям в фантазиях, то это непременно повлияет на ваше тело. Вам станет легче. У вас было когда-нибудь чувство, когда ты вспоминаешь какую-то шутку, и тебе становится снова смешно, как будто ты впервые ее услышал? Или есть какой-то травмирующий опыт, и ты снова прокручиваешь эту ситуацию, и тебе снова становится плохо? Это тот же самый эффект. Еще раз напомню вам, чтобы вы понимали все правильно. Я много лет сижу на ютубчике и прекрасно знаю, что как бы ты ни подал информацию, как бы ты ни выразился,
всегда найдутся люди, которые тебя не поймут. И специально для такой категории людей я говорю, фантазии это не реальность, а просто фантазии. Фантазии это, фантазии. Фантазии практически то же самое, что и виртуальная реальность, но только в вашей голове. В фантазиях можно беспоследственно отрываться, можно делать что угодно, никто не может вас упрекнуть, потому что никто не может залезть в ваши мысли. Вы просто в фантазиях выпускаете пар, который накопился в процессе реальной жизни. Может, кто-то из вас был у психолога и знает это чувство легкости, когда делишься своими эмоциями, которые долгое время спали внутри. Вот это чувство, когда тебе кажется, что у тебя не будет никаких проблем, и ты в единении с собой и природой. Тебе кажется, что это продлится вечно. Ха-ха, ну конечно, да. Так и поверил. Многие, кстати, ходят к психологу для того, чтобы попросту высказаться, поплакаться, погрустить и почувствовать себя кому-то нужными. Это очень важный пункт. И мне не жалко вашего времени, потому что это очень важный пункт. Для всех людей, которые смотрят это видео, я не преувеличиваю. Тема проработки эмоций в каком-то смысле круче воздержания. Почему круче? Да потому что проработка эмоций освобождает вашу энергию. Представь, что мозг и тело — это компьютер. И то, что твой жесткий диск забит всяким хламом. Открытые приложения, игры. Это все нагружает компьютер и тормозит его работу. Проведи параллель со своим телом. Это ведь абсолютно то же самое. Например, тебе кажется, что ты удалил какое-то приложение. Все, оно в прошлом, ты о нем забыл. Но после него остались какие-то остаточные файлы, которые продолжают влиять на твой компьютер. Аналогично и с эмоциями. Вроде бы прожил, но вроде как они продолжают на тебя влиять. Значит, не прожил. А теперь представь, сколько кэша скопилось в твоем теле. Ну тебе кажется, что, мол, есть кэш, но я же ничего не чувствую, мне вроде бы не больно. Ага, нет, тебе больно, просто ты эту боль не чувствуешь, потому что твое тело притупило чувствительность. Если бы ты чувствовал всю боль, которая есть в теле, ты бы просто сдох. Об этом мы поговорим немного позже, ближе к концу видео. А сейчас давайте переходить к следующему пункту. Я знаю, что многие об этом уже слышали, но далеко не все знают, как выжать из холодных процедур максимальную пользу. Контрастный душ или холодная ванна, в отличие от воздержания, бодрит моментально. И здесь, и сейчас. Если кто-то не знает про холодные ванны, я вам вкратце объясню. Хотя странно, все уже об этом знают, почему ты не знаешь? Ладно, хорошо, я тебе объясню, давай, хорошо. Холод очень хорошо тонизирует наш человеческий организм, потому что холод для нас прежде всего это опасность. Следовательно, чтобы эту опасность преодолеть, организм мобилизирует свои ресурсы. Если он этого не сделает, он, естественно, умрет. А как ты понимаешь, это немножко невыгодно для организма. Эх, помню я, как в первый раз это попробовал. Это было даже круче, чем любовь. Словами не передать, какие это были ощущения. В общем, я был на очень сильных эмоциях, потому что это были какие-то новые ощущения. У меня на какое-то время включался режим Уберменш Стигма Гигачадович. Потом со временем я привык, и, к сожалению, это не вызывает у меня тех эмоций, которые были в первый раз. Так бывает со всем хорошим, к нему быстро привыкаешь. Через какое-то время я начал экспериментировать, пытался создать что-то новое для себя и заметил кое-что. Да, кстати, я не собираюсь пересказывать весь механизм работы холодных процедур, просто потому что, во-первых, это нецелесообразно, потому что уже до меня это люди сделали, довольно много людей, и я не хочу их пересказывать. Рекомендую посмотреть их, если вам не жалко своего времени. Да, там очень много годной информации, но эта информация по большей части для вас бесполезна. Проще говоря, там очень много воды. Ну да, удивительно, в ролике про воду очень много воды. Я вам объясню все самое важное простым языком, добавлю свой личный опыт, потому что какой смысл моего ролика, если в нем нет личного опыта? Самое главное — это делать все в кайф. Но это вот прям самое
самое главное. Потому что без удовольствия не будет никакого прогресса. У нас в жизни, кроме удовольствия, больше ничего и нет. Это единственная вещь, которая заставляет нас жить. Если холодный душ, холодные процедуры, контрастный душ не приносит вам никакого удовольствия, все, что вы будете делать дальше, абсолютно бессмысленно. В каких случаях лучше не заниматься холодными процедурами? Если ты чувствуешь, что холодные процедуры это не твое, просто прислушайся к себе, насколько тебе этого хочется на самом деле. Ты ведь понимаешь, что холодные ванны это очень холодно. Ну, на деле все, конечно же, не так страшно, как может показаться. У страха глаза велики. Но все же, ради справедливости, если тебе вот очень сильно этого не хочется, лучше не надо. Что хорошо одним, не всегда хорошо другим. Это фундамент, это база. Если у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем, например, это противопоказано сердечникам. Знаешь, мне как-то не хочется нести ответственность за твою жизнь, поэтому я тебя предупреждаю заранее. Я не хочу лишних скелетов в своем шкафу, их и так уже слишком много. Так что не смей умирать из-за этого, понял? Я хочу попасть в рай после смерти с бесконечным спавном девственниц. И твоя смерть мне в этом никак не поможет. Поэтому, пожалуйста, не нужно купаться в холодной воде, если у тебя есть болячки, связанные с сердцем. А теперь, как сделать себе хорошо, используя холодные процедуры. Нужно определить свой резист к холоду. А для этого нужно немного поиграться. Если у тебя опыта вообще никакого, и ты до этого особо не принимал холодный душ, то тогда, как очевидно, тебе нужно начинать постепенно. Шаг за шагом твой организм, твое тело начнет приспосабливаться к низкой температуре, выработается привычка, и через какое-то время ты сможешь принимать холодные или контрастные процедуры на регулярной основе. И здесь важно не что, здесь важно как. Я не вижу особой разницы между просто холодным душем и контрастным душем, но я кое-что заметил сам для себя. Чтобы получить максимальный эффект, максимальную пользу, нужно перед холодными процедурами очень хорошо прогреться. Включаю кран, набираю ванну холодной воды, а потом ухожу потеть. Ну, как-то так, да. Пока набирается холодная вода, я иду либо бегать, либо начинаю очень много приседать, чтобы хорошенечко прогреть свое тело. Причем для наилучшего эффекта советую вспотеть как потная свинья. Не просто поверхностно вспотеть, а вспотеть прям вот по-настоящему, прям вот очень сильно вспотеть. Если у вас не получается вспотеть, то попробуйте надеть какую-то теплую одежду. Наденьте шерстяные носки, наденьте куртку, попробуйте поприседать, и вы очень быстро вспотеете. Я понимаю, что это похоже на мазохизм, но вы попробуйте, это заметно вас прокачает. Просто я к этому привык, и для меня рассказывать о таких вещах не является чем-то удивительным. Я вообще в речке зимой купаюсь, как меня можно считать нормальным человеком, поэтому, пожалуйста, думайте прежде чем меня слушать. Ну что ж, давайте переходить теперь к итогам. Все, что я перечислил, дает эффект даже в краткосрочной перспективе. Сделайте это, и в ближайшие дни вы получите результат. Это определенно в каком-то смысле круче воздержания. Потому что воздержание это долгосрочка, это когда-то там, но не сегодня. У кого-то бафы наступают через неделю, у кого-то через 2, у кого-то через месяц, у кого-то вообще не наступают. Здесь все чудовищно индивидуально, здесь нельзя сказать однозначно, воздержание это хорошо, воздержание работает. Потому что мы видим такую картину. С одной стороны есть огромное количество людей, которым воздержание не помогает, и с другой стороны огромное количество людей, которым воздержание помогает. Вот и скажи тут, где истина, где неправда. Я за этой темой слежу уже 6 лет, и я вам скажу так. Споры никогда не утихнут, люди никогда не придут к какому-то компромиссу. Это самая настоящая война. У меня здесь нет какого-то интереса принимать какую-то сторону, отстаивать какую-то точку зрения. У меня прагматичный подход. Если мне это нравится, я это юзаю. Если мне это не нравится, я это дропаю. Скажу за себя, воздержание работает. Если это у вас не работает, то это уже не моя проблема. Просто нужно уметь воздерживаться. Но об этом мы поговорим, может быть, когда-нибудь.
если получится, попозже. Но я не собираюсь зацикливаться на этой теме, потому что мне много чего есть вам рассказать. А что касаемо вот этих вот методов, которые я вам сегодня перечислил, это определенно имба, потому что дают эффект сразу же. Вам не нужно ждать месяц, вам не нужно ждать 2 месяца. Вы можете просто это применить и получить результат уже сегодня. Чаще гуляй пешком, прорабатывай свои эмоции, прорабатывай свои травмы и просто периодически поливай себя холодной водичкой. Твое качество жизни в 500 раз просто взлетит. Я это пробовал, я это знаю, поэтому я в этом уверен. Что ж, говорить мне больше нечего, поэтому всего хорошего.